Сказочная деревушка у подножия средневекового замка на берегах живописной реки Минчо. Мы отправляемся в Баргетто. Здравствуйте, меня зовут Анастасия и приглашаю вас совершить это путешествие вместе со мной. Добро пожаловать! Всего в 12 километрах от знаменитого озера Гарда и в 30 километрах от Вероны находится одна из самых красивых деревень Италии – Баргетто суль Минчо. Мы навестим привидение, поселившееся в древней башне, прогуляемся по мосту Понте-Лунго, который раз в год превращается в километровый праздничный стол, послушаем шум мельничных колес, расположенных на узких старинных улочках, а в завершении путешествия заглянем в прекрасный цветущий парк Сигурта с самыми большими тюльпановыми полями в Южной Европе. Территория вокруг Баргетто была заселена уже в Железном веке. Затем находились следы присутствия здесь галлов, этрусков и римлян. Однако основание поселения относится к лангобардскому периоду. Это 7-8 век нашей эры. Оттуда и произошло его название, обозначающее укрепленное поселение. Место было идеальным – на берегу реки Минчо и в окружении моряных холмов Гарды, отлично подходившее для строительства Куртис-Реджа. Корте-Реджа – это место сбора податей и налогов за переход через реку, а также за навигацию по Минчо. На протяжении 1000 лет брод через Минчо являлся важным участком пути в этом регионе. Пилигримы еще в X веке переходили реку, потому что здесь располагался брод. В других же местах за переходы по мостам приходилось платить. За экономию они расплачивались мокрыми ногами и одеждой. В XII веке на левом берегу реки был основан небольшой монастырь Санта-Мария, ставший резиденцией тамплиеров. Монастырь использовался для оказания помощи проходящим паломникам. Тамплиеры же построили первый мост через Минчо, чтобы облегчить проход пилигримам. Сегодня от монастыря осталась только апсида, а от того первого старинного моста не осталось совсем ничего. В XIII веке здесь господствовали скалигери, знатный правящий род из Вероны. Это при них был построен величественный замок на холме, стены вокруг Баргетто и насыпные укрепления протяженностью целых 16 километров для защиты веронской территории от нападений из Милана и из Мантуи. Укрепление проходило там, где сейчас расположен мост Понте-Лунго. Этот мост появился после того, как в 1387 году власть перешла к герцогу Висконти. Под руководством Джан Галиаццо Висконти мост был построен всего за 3 года. Он представляет собой вытянутую плотину с укреплением наверху, где располагался наблюдательный гарнизон. Посмотрите на эту серию каскадов и величественный мост. По планам Джан Галиаццо, в случае необходимости мост превращался в дамбу, перекрывая таким образом течение реки и осушая находящиеся ниже по течению озера, которые окружали Мантую. Таким образом, миланцы смогли бы напасть на оставшийся без водной защиты город своих соперников, герцогов Гонзага. Мост длиной 650 метров и шириной 25 метров ведет к замку. И уже отсюда можно полюбоваться самыми высокими башнями замка. Ты спускаешься из замка? Да, только оттуда. Потрясающе. Не только сам замок, но и история, которую мне рассказали. Это место заслуживает посещения. Советую всем путешественникам, которые приезжают сюда. Я совершил большое путешествие по Италии, и это одно из самых красивых мест. Самая высокая и самая сохранившаяся башня Торре Тондо осталась от еще более древнего замка X века
пережив мощное землетрясение 1117 года. А в XIII веке скаллигери построили свой замок вокруг той самой уцелевшей башни. Два подвесных моста, как и большая часть комплекса, не сохранились. По единственному оставшемуся мосту я поднялась сюда к замку. Отсюда веронские рыцари следили, не показался ли враг на горизонте. Вокруг замка витает любопытная легенда. Обожаю всякие легенды. Когда последний из потомков скаллигеров был отравлен, территория перешла под власть Джакомо ди Каррара, сеньора Падуи, а управляющим был назначен некий Андреоло да Парма. Но вскоре прошел слух, что Андреоло ведет переговоры с набиравшей в ту пору могущество Венеции о сдаче замка. Управляющий был обвинен в измене, ему сломали шпагу и, доставив в Верону, бесславно казнили. Тело его в ту же ночь пропало, а душа с тех пор в ночи полнолуния бродит среди башен замка в поисках своей шпаги и утраченной чести. Впрочем, есть версия, что обвинение то было несправедливым. Хотела спросить, а вы верите, что душа Андреоло живет в башне? Все возможно. Никто никогда не видел, но некоторые говорят, что что-то слышали. А по-вашему, он действительно хотел сдать крепость венецианцам? Нет, я считаю, что он невиновен. Его незаслуженно обвинили. Ах, вот как, я тоже так считаю. Венецианцы все-таки добрались до этих территорий в начале 15 века, оттеснив ненадолго обосновавшихся здесь миланцев. И более 2 веков до прихода в Италию Наполеона Боргетто жил мирной жизнью, сосредоточившись на сельском хозяйстве. Кстати, о Наполеоне. Сейчас здесь расположена городская библиотека, но в 1796 году здесь останавливался Наполеон Бонапарт, тогда еще не император, а молодой 27-летний генерал. В то время велись сражения между Францией и Австрийской империей. Французские войска расположились внизу, у реки. Наполеон же арендовал для себя эту виллу. И вот ранним утром, когда он брился и приводил себя в порядок, неожиданно на этой стороне дороги появились австрийские военные. Предупрежденный в последнее мгновение Наполеон успел сбежать, не добрившись и в расстегнутом камзоле, присоединившись к своим войскам. Представляете, то утро могло изменить всю мировую историю. Вы из Валеджо или из Боргетто? Нет, я живу в Валеджо. Но Валеджо и Боргетто – это одно и то же поселение. Сейчас Боргетто – это квартал Валеджо. Валеджо располагается к востоку от замка. Здесь тоже приятно прогуляться по старым улочкам, залитым солнцем. Ну как, мне идет этот цвет мотоцикла? Еще в Валеджо удобно припарковать машину, чтобы затем пешком добраться до всех достопримечательностей в округе. Парк Сигуртай расположен на одном холме, а замок на другом. Между ними простирается этот чудесный парк, по которому мы пройдем к историческому центру, к Боргетто. Именно в венецианский период истории здесь появились мельницы, использовавшиеся для помола пшеницы и для шелушения риса. Мельницы деревни непрерывно работали до 20 века, до перехода к промышленному производству. В конце 20 века, благодаря туризму, Боргетто обрел новую жизнь, добавив новые функции старинным постройкам. Пойдемте посмотрим на это поближе. Остатки одной из мельниц можно увидеть вскоре после входа в Боргетто. Но мы по небольшому переулку пройдем ближе к центру. А это одна из 3 сохранившихся мельниц в историческом центре городка. Даже колеса еще крутятся. Здесь же находится уголок влюбленных.
перила которого так густо увешаны замками, что практически закрывают мельничное колесо, которое расположено за ним. Сделаем небольшой крюк от главной дороги, чтобы посетить неоклассическую церковь Сан-Марко Евангелиста XVIII века. Она была построена на остатках романской приходской церкви XI века, посвященной Санта-Марии, и древней резиденции тамплиеров, от которой сегодня осталась только апсида, видимая на задней части нынешней церкви. Интерьер очень минималистичный и содержит несколько фресок, некоторые из которых перенесли из старой приходской церкви. В некоторые дни, когда ворота слева открыты, можно посетить апсиду старинной церкви, расположенное сбоку старинное кладбище, отреставрированное в 1920-х годах, где располагаются найденные в окрестностях исторические артефакты, а также таблички с упоминаниями основных сражений, происходивших на берегах Минчо. Отсюда же видно старинную колокольню времен скаллигеров, а внутри нее сохранился один из старейших колоколов региона – бронзовый колокол 1381 года. Какое же невероятное место! Здесь забываешь обо всех проблемах. Нельзя сказать, что вы побывали в Боргетто суль Минчо, не попробовав его знаменитые тортеллини «Нота да море». Это чудесное традиционное блюдо, рецепт которого передается из поколения в поколение. Невероятно тонкое тесто фаршируют нежной мясной начинкой и подают с топленым маслом и шалфеем. В июне в Боргетто проводят красочный праздник, посвященный этим тортеллини. Масштабное мероприятие даже внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Представьте себе, под звездным небом на историческом мосту накрывают стол протяженностью более километра, и для гостей готовят несколько центнеров тортеллини, не забывая, конечно, и про другие региональные продукты и вина. Завершается торжество аллеей зажженных факелов и большого фейерверка. Романтичная история, связанная с этими тортеллини, относит нас в XIV век, во времена, когда здесь правил герцог Миланский. Солдаты его гарнизона, расположившись на отдых, заметили группу речных нимф, танцующих на поляне. Обнаруженные нимфы пытаются убежать, но их преследует капитан Малко. Встретившись с одной из них глазами, они влюбляются друг в друга с первого взгляда. Но, несмотря на любовные клятвы, на рассвете прекрасная нимфа Сильвия должна отправиться обратно в реку. А на память об их вечной любви на берегу остается золотой шелковый платок, завязанный в крепкий узел. Именно эту форму повторяют тонкие нежные тортеллини. Кажется, что здесь их готовят буквально в каждом доме и в каждом ресторане. Сейчас мы находимся в самом сердце Боргетто, на мосту, соединяющий правый и левый берега реки Минчо. На этом деревянном мосту и в окрестностях Боргетто в 1954 году итальянский режиссер Лукино Висконти снимал историческую мелодраму «Чувство». К северу от замка на холме раскинулись сады парка Сигурта. Он неоднократно удостаивался наград как один из самых красивых парков Италии и Европы. Протяженность всех дорожек парка более 10 километров, и чтобы успеть посмотреть все живописные уголки, можно взять на прокат велосипед или гольф-кар. В начале 15 века здесь располагались сельхозугодья с небольшим цветущим садом, примыкавшим к главному дому. С течением веков сменялись владельцы. Сады тоже трансформировались, следуя моде и вкусам новых хозяев. В 1941 году эти земли покупает фармацевт и промышленник доктор Карло Сигурта. Парк находился в удручающем состоянии. Но возродить парк помогла случайность. Пришел штраф в 15 лир, благодаря которому обнаружилось древнее право брать воду из реки Минчо. Документ был выдан еще в 1699 году, но о нем никто не помнил. Таким образом, благодаря системе орошения и большому энтузиазму нового хозяина, парк вновь пышно зацвел. В 1978 году доктор Сигурта открыл парк для публики.
Чистота реки и побережья, а также сохранение этих пейзажей в руках культурных горожан. Мне кажется, деревенька в надежных руках. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее путешествие. Увидимся в следующих видео. Всем пока!